Припарковался как надо. В сосну. Вот. Как раз таки лисы что-то и копали. Привет, я Денис, и я немножко дура. У меня дорожный мотоцикл, выполняет роль эндуро. Что поделать? Красота вокруг. Только поздно я приехал. Надо было с утра, наверное, заявляться сюда, потому что я давно в лес хотел. Прям давно. Сейчас начну ходить, смотреть на каждую частичку красоты и как бы по темноте отсюда выехать. А ехал я довольно-таки интересно. Тут как бы вообще дороги нет. Короче, дорога там, вдалеке трасса. Я увидел, что кто-то вроде когда-то здесь проезжал. Или, может, зверье организованной толпой проходило. Ну и решил, что а почему бы и нет? Почему я не проеду как? Вообще изи. Спасибо добрым людям. Намусорили где-то тут поблизости. Ходил полчаса, искал бутылку, чтобы подножка через 3 литосферных плиты не утопала. Ближе к центру земли. Ладно, все, в лес. А туда лес еще чуть-чуть топать тут. В гору подняться. Главное не забыть, где мод стоит. Нет, это просто кайф. Как давно я хотел в лес, а? Как давно. Ну, что-то все собирался. Да. Вот поеду, вот съезжу скоро. И никак. И наконец-то. Надеюсь, еще не раз приеду. Сейчас мне тут понравится, как поважусь сюда кататься. О, все, мотоцикла нет. Зато есть боярышник. Сладкий. Ну, кстати, там какой-то ручей течет. Я не стал вниз туда спускаться. Потом съеду. Угу. Нет, правда, короче, какой-то родник течет. Потом, если будет еще светло, подойду, покажу. Тут никакой реки поблизости нет. Я не знаю, куда он течет. Вот так. А как лес вдалеке шумит. Не знаю, слышно здесь или нет. Но я слышу, чувствуется такая независимая мощь свободы. Флойду боярышника привезу. Здесь не пройти. Твою мать. Упасть я тоже сегодня должен. В лучших традициях жанра. Зверье топталось. Похоже на кабаньи следы. Опять боярышник. О, вижу мод. Вижу. Вон он. Опять боярышник. Яблочки. По-моему, называются райские. Если не ошибаюсь. Ну а чё? Надо было прям сюда заехать. Я проехал. Так, солнце у нас ходит на запад, значит мне идти на север. Вот это кайф. Как давно я мечтал сюда попасть.
Надеюсь, мухоморы найду. Флойду хочу привезти. Где можно почувствовать свободу, так это в Сосновом Бору. Надеюсь, белки тут не обгладают. Пожалуй, я начну рвать мухомор. Или это не мухомор. Надо попробовать. Хороший из меня грибник. Нет, ну лисы все равно даже мухоморы едят, если кто не знал. Да даже людям в некоторых количествах их можно употреблять. Другие какие-то грибы. Короче, нужно пакет доставать. На обратном пути. Мусорам спаться не будет. Остановят, скажут: ну, показывай, что в рюкзаке везешь. Что в пакетах? Контрабанда. Я скажу: да нет, грибы. Вот, смотри. Себе нарвал. Флойд подумает на своем лисим, скажет: вот это ты идиот, ты чё мне нарвал? Люди нормальные грибы ходят в лес собирать. Адёс, мухоморы. Теперь пакет предательски будет шуршать и мешать мне наслаждаться звуками этого леса. Какой мох. Тоже Флойду. Не, чтобы вы понимали, я пожрать особо не люблю. Ну ладно, покушать сейчас кто-нибудь напишет, как всегда. Покушать не люблю, меня это особо не интересует. Ем, чтобы жить. Но наслаждение или удовольствие от этого процесса не получаю практически. Да, люблю там чая попить, сладкое что-нибудь съесть. Но также люблю отказаться от еды дней на 10. Либо от чая. Воду пить. Просто воду. Всякие кулинарные изыски меня не впечатляют. Я больше люблю истязать себя отказами от всяких вещей, которые другие люди безумно любят, которыми восхищаются. Я, конечно, ничего не имею против. Если вы любите покушать, если вам нравится там что-то, да, я тоже различаю, что вкусно, что не очень. Кто хорошо готовит, кто не очень. Но глобальной проблемы для меня это не определяет. Тоже красиво. Похрустим. Надеюсь, вам на широкоуголке будет хорошо видна вся эта информация. Я специально ее включил, чтобы как можно больше красоты поместилось в кадр. Так, надо дальше. Заблудиться еще надо, конечно. А это я могу. Съедобный гриб. Ну да. Я их вижу. По-моему, это они. Да? Да.
Где-то. Где-то примерно. Поганый пакет вкатывает лес. Не нравится мне это. Кайф. Это просто кайф. Кто плохо ориентируется в лесу, почему я чекнул, где... Не гриб. Почему я чекнул, где запад, куда солнце уходит, и почему мне идти на север. Сказать бы в лесу, как это определишь. Ну, понятное дело, там мох на деревьях, количество веток с той или иной стороны. Но самое элементарное, пока не стемнело, а до темноты желательно, как бы выйти из леса, чтобы точно не заблудиться. Смотрим на солнце. Солнце, откуда солнце бьет на деревья, на опушке, на верхушке деревьев. В данном случае на верхушке сосен. Смотрим. Солнце будет уходить на запад по чуть-чуть. Свет будет переходить в эту сторону. Следовательно, нам чуть-чуть довернуться и топать примерно туда. Примерно. А, нет, где-то я гриб там вдалеке. Вдалеке заметил между... Вон он. Сейчас покажу. Вон он вдалеке. Между ветками. Фух, вот тут очень грибов. Жарковато. Сегодня довольно-таки тоже тепло. Я оделся чуть еще потеплее, думаю, потому что до вечера пролажу здесь. Вот. Но от восторга, восхищения и переполнения чувствами движения по этому прекраснейшему лесу мне прям жарко, прям парко. Так, первым делом мухоморы, а остальные грибы потом. Нет, с пакетами, конечно, такое себе наслаждение. Шуршит так. В следующий раз, наверное, будет мешок возьму. Вот там есть. Кайф. Мох. Что мох? Хорошо. Я у мамы натуралист. Что нужно? О! Да, освещенность, конечно, падает уже, поэтому прошу прощения за картинку. Смотрите, как солнце пробивает где-то откуда-то. Блин, здесь каждый шаг красота. Хоть камеру не включай, да боюсь, сядет, гад, телефон. Блин, тут еще и комары летают. Еще кто-то нагадил рядом с моим мухомором. Не с моим. Это что, тоже мухомор? Конечно, желтенький. Иди ко мне, мой хороший.
Лисы-то мухоморов едят тоже совсем чуть-чуть. Я сейчас надолблю полный пакет. Флойд меня точно не поймет. Красота. Я на обычную камеру переключился, потому что здесь на ней светосила получше. Но все равно не спасает. Уже картинка так себе. Так себе. Блин, после мухоморов лес еще красивее. Как ее жизнь согнула. Это не я. Я здесь не ходил. Как воздушный фильтр. Это и есть воздушный фильтр. В детстве я только этим и занимался. Что там за листочки желтенькие в конце? В конце. Брожу по самому началу. В конце, конечно, в конце. Эх, жалко, у меня нет экшн-камеры, GoPro какой-нибудь или вообще Соньки. Сонька, это был бы кайф. Я бы в лес на неделю ушел. Ушел бы на неделю, вернулся бы в первый же день. Сказал бы, блин, а чё я аккумуляторы запасные не купил? Хватит.
Я думал, я только мухоморов нарву. Тут еще и какие-то. Какие-то вроде не мухоморы. Что еще такое? Что-то интересное. Тоже какой-то гриб. Первый раз такое вижу. Это что, говно, что ли? Да, ну явно не грибы. Или грибы? Нет, говно. Судя по размеру беличи. Говноведы. Чье говно? Определите, пожалуйста, кто тут ходит. Кого мне стоит остерегаться в следующий раз. Что это за трон там? Надеюсь, у меня ноут окончательно не умрет, стабилизируя весь этот материал. Не попал? Лох. Опять лох. Ну что ж ты позоришь меня. На самом деле, глядя в экран, тяжеловато попасть. Вот. Я даже не знаю, как называют все эти грибы. Знаю, какие-то называются зеленушки, что ли, не помню. Если вы не знаете, что написать в комментариях под этим видео, напишите, когда вы крайний раз были в лесу. И в каком? В лиственном, в смешанном, сосновом. Приветики. Забыл, куда идти. Вот у меня 3 пути. Мухоморы. Мухоморы. Копытные какие-то ходили. Косули, наверное. Прям вытоптанная тропа. На перекрестке. Туда пойдешь, мухоморы найдешь. Туда пойдешь, пизды получишь. Туда пойдешь, не знаю, что найдешь. Это, по-моему, тоже не я. А туда хочется пойти, но мне не туда. Там прям такие холмы. Нет, мне туда. Я же люблю приключения. Да и дофига мы таких видели. Царство небесное. Кто намеревался нам чего-то раздать.
По-моему, мне туда. Честно, я уже закружился. Ну ничего. Мотоцикл все равно никто не угонит. Кому он тут нужен? Я думаю, тут медведи не обученные у нас езде на японской технике. Разве что белки разберут на запчасти. Но будем надеяться, что нет. Да тут просто рай мухоморов. Долина мухоморов прям. Ребята, а я вас ходил, искал. Нет, здесь их реально очень много. Ты смотри, там было мало. Значит, я на правильном пути. Вырядился я, конечно, тоже. По приколу. Думал, просто куда-нибудь поеду прокатиться. А потом решил, я же в лес давно хотел. Ох ты, бинго! Чуть не упал. Футболист из меня так себе. Ой! Я больше по роже ногой заехать. Поэтому, мухоморчики, не обессудьте. Слева тебе. О! Красота. Не, ну я вообще в гости собирался. Но решил, что сначала по лесу поброжу, а потом на обратном пути забегу в гости. Так как день все короче и короче, могу по лесу побродить не успеть. Но, судя по тому, куда я ушел, я долго бродить еще буду. Еще я давно хочу на сосну залезть. Не на такую, на большую. Это тоже маленькая. На такую, на высокую, огромную. Чтобы по вот этим сучкам. И с камерой на голове. Но камеры нет, блин. Печалька. Печалька. Опять говно. Нет, грибы. Не мухомор. Да, здесь я, по-моему, был. Все. Ориентир найден. Где я сосну сломанную хотел? Хотел заснять. Где-то была. Ладно. Да, я вредитель. Убийца мухоморов. Ну, раз уж я нашел обратную дорогу, нужно, наверное, рюкзак и пакет оставить и еще побродить.
Я же нашел обратный путь. Или еще не нашел. Или это съеденные мухоморы вводят меня в заблуждение. В небольшое такое. Да не, правильно я пришел. Правильно. Правильно. О. Топали тут где-то. Лоси ходили. Просто кайф. Это просто кайф. У меня нет других слов, кроме прилагательных, описывающих потрясающую красоту и мое наслаждение, восхищение от нахождения здесь. Так что, если что, прошу прощения за однотипность пейзажа. Возможно, он вам покажется однотипным. Что тут? Деревья — это деревья. Но в реальности это просто нечто. Чтобы меня понять, вспомните, когда вы крайний раз ходили по лесу. И, возможно, вы меня поймете. Я там другой пакет взял, нужно боярышника еще назвать, яблок насобирать. Туда аж. Я здесь обходил, точно. Это так, слабенько, чтоб микрофон смог передать. Блин, пакет же нужен. И раздеться хочу. Раздеться. Всегда, уходя в лес второй раз, когда ты уже вообще самоуверен, стоит раздеться, снять с себя все лишнее, оставить средства связи, хотя в лесу все равно телефон не берет. Я проверял. И все. И наслаждаемся единением с природой. Пойду туда. Пойду сюда. Нормально я так мухоморов набомбил, аж руку тянет. Эй, Сузуки! Ты скучал? Ну что, я вернулся за боярышником и яблоками. Начнем с яблок. Яблоки. Кстати, вкусные. Я пробовал. Вообще кайфовые.
Поэтому я набираю их для Флойда, но поделюсь с собой любимым. Мне там много не нужно. Да этот говнюк, наверное, больше всего нюхать будет. После этого ему мох и всякое прочее. Собираю. Ай, что ж вы такие колючие? С наступающим! Я нашел еще одни яблоки. Они очень вкусные, правда, я об них чуть зуб не сломал. Прошу прощения, что жую, но уже смеркается. Боюсь, что потом совсем ничего видно не будет. Но яблоки реально кайфовые такие, прям таких не продают. Ай. Угу. А потом оказалось, что это груши. Я не только хороший грибник, но еще и во фруктах разбираюсь. А еще и с осенней земли. Здесь по ним кабаны походили. Лоси обоссали их. Лисы облизали. То, что нужно. Как там у нас гласят 2 главных правила похода. Когда ты в походе, все стерильно. А второе правило – ты всегда в походе. Дорогие зрители, благодарю вас, что досмотрели это видео до конца. Да и вообще не только это видео. Благодарю, что смотрите все видео, иногда что-то комментируете. Если вам оно понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Мы на YouTube, это важно. Дерево скрипит. Флойд, ты где? Ты вон он, Флойд. Смотри, что я тебе принес. Никогда не догадаешься. Все самое лучшее. Ты где? На. На. Фыр-фыр. На. Будешь? На. Морда. Ты что, дурак, что ли?